В узких улицах северного Сиэтла, под серым небом и тихим холодным дождем, женщина по имени Джулия Харрис стояла у двери дома, в котором никогда не мечтала оказаться. Ее руки дрожали, обнимая худенькую девочку лет 3, ее дочь Лили. Одежда обеих промокла, кроссовки разваливались на швах, а на лице Джулии отражалось не только отчаяние, но и непоколебимая решимость. Когда-то Джулия училась на архитектора и хотела строить дома, в которых люди чувствовали бы себя в безопасности. Но ее жизнь свернула с этого пути, когда она вышла замуж за Дерека, обаятельного, но жестокого человека, чья ревность и гнев со временем превратили их дом в тюрьму. После особенно страшной ночи, когда он поднял руку на Лили, Джулия сбежала. Без денег, без поддержки, с одним только документом и ребенком на руках. Следующие месяцы были борьбой. Временные приюты, скамейки в парках, случайные работы. Джулия больше не верила в чудеса. Но в один из самых холодных вечеров судьба привела ее на окраину престижного района Куин-Эн, к современному особняку с панорамными окнами. Дверь открыл мужчина, Зак Уэстон, влиятельный застройщик, чье имя ассоциировалось с масштабными проектами и жесткими сделками. Но за роскошным интерьером и идеальной улыбкой скрывался человек, когда-то знавший Джулию. В университете он восхищался ее проектами, ее добротой, но промолчал в тот день, когда увидел, как ее унижали. Он тогда прошел мимо. Теперь же он не смог. Он впустил Джулию и Лили в свой дом, предложив не просто кров, а шанс, без условий, без расчета. Сначала Джулия лишь убирала дом, готовила завтраки и пыталась не мешать. Но однажды Зак увидел ее чертежи. Архитектурные линии, живые идеи, то, что она прятала от мира. Он дал ей инструменты, заказал ее первый проект, представил ее как свою деловую партнершу. Через несколько месяцев она разрабатывала дизайн безопасного жилого комплекса для матерей с детьми, переживших домашнее насилие. Проект получил признание, гранты, контракты. Лили пошла в школу. Щеки налились румянцем, она снова смеялась. Дом, в котором раньше царила тишина и минимализм, наполнился жизнью. Когда Джулия сказала, что накопила деньги, чтобы снять жилье, Зак предложил остаться. Не как гостья, а как семья. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.